Я много путешествую на разных тур-эндуро, и это обзор BMW S1000 XR. Традиционное приветствие глупо звучит, потому что если XR не спорт-турист, то я ничего не понимаю в мотоциклах. Более того, многие характеризуют XR как спортбайк с прямой посадкой, с чем я солидарен. Думаю, многие уже сделали термос с чаем и обложились бутербродами, предвкушая, как я сейчас буду гадости про XR говорить. Я вовсе не ненавижу BMW, они умеют делать мотоциклы, просто обычно занимаются краиловым и вместо совершенствования выбирают максимизацию прибыли. Тем не менее, есть модели у BMW, которые мне нравятся, а литровая линейка S, не побоюсь этого слова, потрясающие мотоциклы, что RR, что XR. Больше скажу, 1000 XR мой любимый литровый кроссовер. Но при всей симпатии я его никогда для себя не рассматривал. XR — это мотоцикл с узкой нишей, который не подходит практически никому, к нему нужно подходить ритмом и стилем жизни и забить на минусы. Задача ролика — попытаться донести до людей, которые даже не рассматривают XR, примиряясь к чему-то более традиционному, что этот мотоцикл именно для них. Или хотя бы вызвать желание взять его на тест-драйв. Предисловие. Хотя в ролике сегодня будут фигурировать дороги аж 4 стран, все самое красивое снято в Нидерландах. В подписчиках много людей, которые никогда в жизни не были в Европе. Многие выбирают для начала какую-нибудь теплую страну, чтобы прилететь зимой на какой-нибудь из островов Испании и слать друзьям скриншоты с прогнозом погоды, что у нас плюс 20, когда в Челябинске минус 20. Бывает же такое. Вместо этого я рекомендую каждому съездить летом в Голландию, арендовать велосипед и просто кататься. Гарантирую взрыв мозга, насколько принципиально другой подход к формированию концепции перемещения по стране. А вот для езды на мотоцикле Нидерланды так себе подходят. Во-первых, повсеместный приоритет пешеходов и велосипедистов, все лучшие дороги отданы велосипедистам и мотоциклам, туда нельзя. Запредельный для Европы уровень воровства мотоциклов, все дороги узкие, медленные, даже голландские магистрали ограничены с утра до вечера скоростью 100 км в час. Причем проезжаешь границу с соседней Германией, дорога точно такая же, но уже можешь ехать хоть 300. Но есть один уникальный тип дорог в Голландии, как будто созданный для мотоциклов. Изначально дамбы вдоль крупных рек появились как защита от наводнений, что является проблемой Голландии, даже само слово «дамба» голландское. Большинство дамб с плавными, полностью просматриваемыми поворотами, по которым приятно на спорттуристах наваливать, если не боятся ограничений скорости. Хотя и на легальных 60 км в час приятно кататься. В чем уникальность? Обычно никому в голову не приходит на ровном месте делать извилистые дороги, либо по горам ездишь, либо в лесу. Это недостаточная видимость и повышенные риски. На дамбах видно на километр вперед без риска, что на дорогу выбежит олень или за поворотом тракторы друг друга будут обгонять. Можно расслабить булки. Итак, что же такого есть в XR, за что я его люблю? Основное — это прекрасный двигатель, вокруг которого весь мотоцикл и собран. Если среднекубатурники я предпочитаю с 2-3 цилиндрами, то на мотоциклах от литра вы не могли не заметить моей симпатии к 4 цилиндрам. Я подробно в ролике про Тигра 1200 рассказывал, почему так. Если вкратце, с 4 цилиндрами скорость набора оборотов значительно выше, чем у двушек, и когда крутишь ручку, ощущение отклика двигателя на действие более выражено. Имейте в виду, что традиционный график крутящего момента с XR и мультистрады не работает, потому что у них способность двигателей уходит дальше за пределы графика, и мотор на 10 тысячах не собирается сдуваться. За счет того, что у тебя в руках огромный рабочий диапазон и обороты наращиваются мгновенно, на 4 цилиндрах ты как бы поигрываешь ручкой, как хочешь. Если привести аналогию, это как пользоваться тачскрином с мгновенным четким откликом и каким-нибудь медленным тачскрином на древних навигаторах или автомобилях. Или как между лазерной мышкой и шариковой. Обе мышки доедут до угла экрана за одинаковое время, но все дело в мгновенной реакции и четкости. Это очень провоцирует, хочется крутить мотор еще и еще, потому что от самого ускорения испытываешь восторг. Обычно из-за ориентации на высокие обороты у таких моделей пустовато на низах, но у настолько мощных мотоциклов это не является существенной проблемой.
В городе на XR ездить вполне удобно, не надо перегазовывать на старте, подпинывая мотоцикл. Момента у двигателя хватает, он все равно надолго внизу не задерживается. Поймите правильно, низкооборотистые двигатели для пробок в любом случае лучше, но и мучиться с XR не придется. Если оставить только четырехцилиндровые кроссоверы повышенной мощности, остаются только Multistrada V4 и S1000 XR. До появления Multistrada был только один кроссовер с действительно спортивной высокооборотистой динамикой, где мощности с горочкой, достаточно и любому. Да, у спортбайков мощность еще выше, но с повышением мощности мы упираемся в ограничения подвесок, тормозов и эргономики, не оптимальной для езды лежа. Большого смысла наращивать мощность выше 170 сил у кроссоверов нет. Когда XR в 2014 году появился, я был рад, что фанаты BMW немного прозреют и поймут, что не все потребности закрывает их оппозит с телелевером. Подвох в том, что у BMW есть большой спорттурист RS с оппозитом. Кстати, там тоже с 2014 года ушли от телелевера. У BMW в линейке фактически два конкурирующих больших спорттуриста. Как они их разделяют в маркетинге, не представляю. С одной стороны, всем очевидно, что двигатель XR практически как от легендарного спортбайка RR. С другой стороны, у XR подвески на 1 см больше, а значит это вроде как кроссовер. На сайте до сих пор RS висит в разделе Sport, а XR в разделе Adventure. Динамика у XR просто бешеная. Гораздо бодрее, чем у Tracer 9 и Versys 1000. Честно говоря, не представляю человека, которому будет маловато мощности XR для реальной жизни. И я понимаю людей, которые хотят этот мотоцикл, даже несмотря на то, что есть мотоциклы комфортнее. Такую динамику мало кто может дать. В адвенчерах вообще только Multistrada и KTM 1290, все остальные сильно спокойнее. Причем, когда я говорю про динамику, это не про скорость, как многие думают. Если исключить тесты, я в реальной жизни никогда не езжу быстрее 130 км в час и то на магистрали, а в городе в шортах и шлепках свои легальные 40-50 км в час тошню. Да и не испытываю никакого удовольствия на скоростях под 200. И в моих любимых горах скорость редко доходит до 100, но ощущение от бездонного ускорения на обгоне или после поворота, к этому быстро привыкаешь, и потом вернуться на медленный мотоцикл не так-то просто. Даже на скоростях меньше 100, хотя удержать XR от постоянного превышения скорости вряд ли кому-то под силу, это очень провоцирующий мотоцикл, как спортбайки. Громадный минус двигателя XR первой версии – зуд всегда, особо неприятно уже с 5000 оборотов. А 5000 – это самый минимум 110 км в час на шестой передаче. Всегда хочется руки почесать, но если короткие прохваты или в городе, все равно терпимо. В серьезный дальняк с монотонными перегонами по магистралям я бы на XR не поехал. 130 км в час это 6000 оборотов на шестой передаче, там полная одуха. Причем зуд везде: руль, подножки, седло. Если же пилот ездит всегда на все деньги и часто видит число 200, разницы особой нет. На таких скоростях даже на хорошей трассе есть куча побочного дискомфорта, и проблема вибраций не выделяется из общего потока, да и остальные конкуренты на таких скоростях не сильно лучше, разве что вездесущая Multistrada V4. Я иногда в путешествиях встречаю то на Нордкапе поляка на спортбайке без номеров, то в Гималаях в индийца на Naked. Таким людям XR и для кругосветки идеально подойдет. Чем меня по-хорошему порадовал XR даже первого поколения, неплохой квикшифтер. Как известно, у BMW на мотоциклах, во всяком случае не самых свежих, отвратительный жесткий квикшифтер, который работает нормально только в узком диапазоне оборотов. Хорошие квикшифтеры отличаются от плохих только двумя моментами: в насколько широком диапазоне мягко срабатывает переключение и насколько быстро происходит переключение. В случае с XR, если бы на нем ставилось типичное для BMW изделие, звучал бы примерно такой аргумент: надо просто переключать на 10 тысячах оборотах и все нормально, иллюстрируя примером на пустой дороге. В плотном городском потоке просто нет возможности всегда раскручивать обороты до предела и управлять ускорением. Ты либо гундишь всю дорогу, либо переключаешься на средних оборотах, других вариантов все равно нет. К счастью, на XR лучший квикшифтер среди адвенчеров BMW и сильно лучше, чем у Tracer 9 или Versys 1000. Но до Multistrada V4 и KTM 1290 далеко как по мягкости, так и по скорости, если переключать на средних оборотах. На высоких все отлично и разницы с лидерами никакой нет.
Еще немного бесит, что при включенном круиз-контроле нельзя прощелкать передачи вверх для экономии топлива. На современных круиз-контролях так можно. Коробка сама по себе четкая, без нареканий, но нужно щелкать передачи чаще. Скажем, литровый Versys эластичнее, на третьей передаче можно комфортно в городе тошнить 50 км в час, XR начинает дергаться и надо гундеть на второй. В городских условиях туда-сюда щелкаешь, и еще сцепление жестковато. Вообще, весь мотоцикл жесткий, суровый, передачи нужно с силой толкать, двигатель подергивает, не ведитесь на прилизанный пластик, XR не для нежных. Подвеска с правильной подстройкой очень жесткая, даже в роуд, ничего не глотает, но рулится превосходно, лучше любого кроссовера и держит поворот идеально. Для плохих дорог не подходит вообще. Какой-нибудь 2-сантиметровый перепад на асфальте у люка уже серьезное испытание, и на скорости залетать страшно. Единственный мотоцикл в моих обзорах, где настолько же жесткая подвеска, Tracer 9, тоже очень грубый спортивный аппарат. Как я уже говорил, всего лет 7 назад массово появился класс 170-й резины для тяжелых тур-эндуро. До этого катали на спорных 150-х баллонах, что видно по таблице. Все 1200-е модели с резиной 150 на 17 дюймов – это старые мопеды начала 2010-х. 250-килограммовая Africa Twin Adventure Sports до сих пор катается на 150-й сзади, а спереди на 90-й, потому что вариантов нет для выбранного диаметра колес, из-за чего на асфальте объективно пасует. Тур-эндурная резина в 1200-м классе – это всегда большой компромисс. Учитывая, что подавляющее большинство владельцев такой техники катается на обычной дорожной резине и полноценно не ездит по грунтовкам, так или иначе лишают себя очарования управляемости в наклоне мощных дорожных мотоциклов. На 190-й резине XR сознательно отказывается от любых внедорожных намеков, зато добивается бескомпромиссной управляемости спортбайков. И еще один неочевидный важный фактор: из 190-й резины можно подобрать резину под свой стиль катания гораздо глубже, чем на типичных кроссоверах. Собственно, Multistrada 1200-1260 больше и нет кроссоверов с такой резиной в стоке. Что интересно, базовая Multistrada V4 стала заигрывать с Tour Enduro и отказалась от спортивной резины из-за перехода на 19-е колесо. При том, что у V4 подвеска по ощущениям жестче, чем у предшественниц, но 1260 в поворотах из-за спортивной геометрии колес и резины держится лучше, это действительно чувствуется. У более спортивной версии Pikes Peak в следующем году вернется и 17-е колесо, и широкая резина, будет совсем пушка, даже тест-драйв не нужен. Теперь одна из неприятных вещей, из-за которых XR сходу проигрывает любой мультистраде с точки зрения туризма. Эргономика у мотоцикла не ахти. Седло на XR — это уже как притча, для большинства людей это будет самое некомфортное седло, на котором они сидели, уж на кроссоверах так точно. Причем это сделано не из-за экономии или с целью продать дополнительное комфортное, а концептуальное решение BMW использовать спортивный ковш. Только они забывают, что на спортбайках никто по 12 часов в день баранку не крутит. Седло здесь буквально как ковш, внутри утопленная мягкая часть, а кромка жесткая и выше центральной части. Соответственно, в путешествиях как ни сиди, какую ширину тела не имей, будет затекать какое-то одно место до боли. Можно одну булку свешивать, потом другую, но все равно комфортом это назвать нельзя. К счастью, это легко решается заменой седла, и можно перед путешествием просто седло менять, если хочется более спортивное оставить на каждый день. Посадка самая некомфортная среди любых адвенчеров от Litra. Не уровень нормальных туристов, но если ездить с частыми остановками или мотоцикл используется в городе, большего и не хочется. Я 4 дня с утра до вечера ездил и обычно раз в час останавливался что-нибудь поснимать. Вот в таком стиле было вполне терпимо, не успевал затекать. Когда от заправки до заправки без остановок ездил, мягко говоря, не понравилось. Тянуться за рулем надо вперед и вниз сильнее, чем у того же Versys или Multistrada. Не потому что в BMW все дураки, это осмысленный компромисс между городской расслабленной позой и чтобы рулить в наклоне и лежа было более-менее комфортно, но не как с клипонами, конечно. Ноги само собой задраны, чтобы можно было сильнее закладывать мотоцикл, но угол в коленях достаточно комфортный, хотя и не прямой.
Какой-то такой обзор был бы, если бы я ездил только на XR первого поколения. Теперь добавим XR второго поколения. Я решил так разделить обзор, потому что XR – редчайший пример, когда при смене поколений у мотоцикла сильно поменялся характер. Если упрощенно, XR стал более дружелюбным и более туристическим. У меня к этому двойственное отношение. С одной стороны, мне нравится старый XR, потому что он один такой уникальный, самый злой спорт-турист с прямой посадкой. С другой стороны, новый XR действительно лучше подходит для туризма и как единственный универсальный мотоцикл для всего более уместный. Во-первых, любой сразу замечает, что с 2017 года XR стали меньше вибрировать. Вибрации все еще есть, но на руле они особо не раздражают и больше напрягают на подножках и седле. В рамках спортивных кроссоверов средние вибрации для путешествий уже годится. Динамика по цифрам где-то на старом уровне в рамках погрешности, но она ощутимо поменялась в деталях. Стало мягче, ближе к динамике Versys по характеру, в некоторых условиях ощущение зверя пропало. Да, и я оба мотоцикла сравниваю только в режиме Dynamic, разумеется. Основная причина, как мне кажется, в существенном изменении передаточных чисел на последних 3 передачах, и как раз там заметнее всего более туристический характер. В городе или горах 3 передач для гонок более чем достаточно, а дальше включается магистральный спокойный режим. Если взять для примера 6-ю передачу, XR первого поколения на 110 км в час ехал на 5000 оборотах. Новый XR на 4650 оборотах. 130 км в час на первом XR 6000 оборотов, на новом 5500 оборотов. 200 км в час на старом 9100 оборотов, на новом 8400. Чем быстрее, тем больше разницы. Сопутствующий момент – передачи теперь надо щелкать поменьше. Кстати, квикшифтер стал еще лучше, на трассе совсем идеал, в условиях города норм, но бывает и лучше. Сама коробка теперь нежнее и сцепление вроде помягче. Нейтралочку, в отличие от старой грубой версии, очень нежно нужно втыкать и можно ловить ложную нейтраль. Хотите послушать звук? На новой версии стоял глушитель Акрапович, на старой – Arrow. Вообще большинство рядных 4-цилиндровых моторов звучат довольно похоже, со спортивным шармом. Они либо все не нравятся, либо все не нравятся, за редким исключением. Arrow более звонкий и громкий, если же говорить про Акраповича, он неплохо подходит для путешествий и утомляет, например, меньше, чем Versys. Расход топлива у двигателя довольно внушительный, и имейте в виду, что рекомендуемый бензин для XR 98. Вообще, заявленный расход у первого поколения был на пол-литра меньше, но у меня что на старом, что на новом получалось один в один. 6,5 литров на 100 км в среднем спокойном режиме и 10-12 литров на сотню на автобане, когда ехал как едется. Не могу сказать, что я все время ехал только 240 км в час, такие пустые места на немецких автобанах не так уж часто встречаются. Средняя скорость где-нибудь 170-180, не больше. И да, груз был тот же самый, без кофра, но на старом ветровичок чуть повыше, Wunderlich. Мне, кстати, стоковое стекло понравилось больше в любых режимах, чем Wunderlich. Во-первых, свыше 230 км в час Wunderlich даже в нижнем положении пропадает вот эта невероятная стабильность мотоцикла, ветер начинает влиять. А со стоком на новой версии даже за 240 км в час очень стабильно едет, не шелохнется. Обычно кроссоверы даже на 180 ерзают и ехать не сильно приятно. На XR аэродинамика такая, что 240 км в час реально можно ехать сколько угодно долго, если есть такое желание. Он как утюг стоит на трассе и нет ощущения экстремального режима езды. От шума нагрузка на уши огромная, конечно, и надо на баке лежать. Опять же, кроме XR и мультистрады никто в классе даже близко и так стабильно ехать не может.
Для нормальных скоростей Wunderlich менее эффективен, чем стандартное стекло Versys. Сказать, что оно туристическое, не могу. Дует вообще везде: в живот, грудь, ноги, пах, костяшки рук и так далее. Причем на скорости даже как-то прилечь нельзя, чтобы не дуло. В верхнем положении нещадный баффетинг, а вообще дует поток в шлем что в нижнем, что в верхнем положении уже буквально на 40 км в час. Если вы думаете, что я поставил стекло в нижнее положение, чтобы за использование картины Малевича ролик не заблокировали, нет, во всех режимах нижнее положение лучше. Но в узком диапазоне от 200 до 230 км в час Wunderlich лучше стока по комфорту, соглашусь. Если ездить до 200, во всех случаях стоковое стекло в верхнем положении лучше, оно просто обдувает и в грудь потоком не бьет. В нижнем положении у стока как будто стекла нет совсем, и плотный поток воздуха идет как на Naked. Как ни крути, а ощущение турингового стекла для дальников на XR не добиться никак. Существенное изменение новой версии – подвеска. Ходы примерно те же, только амортизатор увеличился на 1 см, хотя об этом глупо говорить, здесь ведь поставщик поменялся. Новая подвеска сильно мягче, ну или просто предоставляет меньший диапазон регулировок, ощущение хардкорного спортбайка пропало. Но для кроссовера по-прежнему шикарная управляемость. Она не лучше и не хуже, просто раньше акцент был на спорте, сейчас на туризме. С точки зрения туризма новая подвеска лучше, но все еще недостаточно для плохих дорог. Подвеска полуактивная спереди и сзади с двумя режимами Road и Dynamic. Я обычно на мотоциклах езжу в самом жестком режиме, здесь чаще ездил в дорожном режиме, потому что ощутимой разницы почти никогда нет. Все равно кристальной четкости первой версии нет, а в Road чуть помягче отрабатываются мелкие неровности. Тормоза отличаются от версии к версии. И те, и другие неплохие, но не предел мечтаний. В первой версии стояли не самые топовые Brembo, но настроенные, так сказать, по-спортивному. Во второй версии еще подкараили и перешли на поставщика подешевле – Hayes, которые подтекали. Тормоза как тормоза большинству покупателей в Европе, кто использует XR умеренно, понравится. В России, предположу, XR покупают только адреналиновые зависимые и эксплуатируют как в последний раз. Могу понять, что все хотят тормоза поменять. Мне здесь хочется супер резкие тормоза не столько из-за необходимости, сколько ради ритма, чтобы с безумным ускорением рифмовалось и безумное торможение, а то происходит диссонанс. Я не представляю, сколько усилий было вложено, чтобы превзойти себя, умудриться сделать самое некомфортное седло в туристическом мотоцикле еще более некомфортным. Тяжелая задача, но они справились. В новой версии скатываешься в одно положение, и боковые грани ковша впиваются в ягодицы или бедра. Я регулярно останавливался, чтобы размяться, все остальное время терпел. И вместо того, чтобы наслаждаться маневренностью и двигателем, постоянно ждал, когда же наконец отдохну. Даже у некоторых эндуро на рельсе сидеть удобнее. Вроде уже решили сделать мотоцикл более туристическим, но чего бы не поменять спортивное седло на нормальное. В остальном по эргономике все как у остальных BMW. Бесящее колесо управления, из-за которого поворотником с зажатым сцеплением, что ни говори, неудобно пользоваться. Есть автовыключение поворотников, но оно не всегда уместно срабатывает. Все остальное по управлению удобное. Если говорить про второе поколение, здесь классический BMW-шный TFT-дисплей, о котором 500 раз рассказывал. Экран сам по себе отличный, не бликует, с матовым покрытием, стильный, но по-прежнему на экране нельзя одновременно расход и уровень топлива смотреть или что-то еще. Только один параметр, причем надо еще пролистывать из кучи ненужных, типа 2 таймеров езды и 2 таймеров обеда. Вы знаете кого-нибудь, кто знает того, кто хоть раз пользовался этим таймером? Единственное отличие от классических адвенчеров BMW у 900 и 1000 XR – есть дополнительный дерзкий спортивный режим экрана с отображением углов наклона. Веселенькая штука, но, например, на Versys она тоже есть, и я бы сказал, что там удобнее. И итоги. Вообще такие мотоциклы полноценно оценивать не могу, их владельцы с другим темпераментом. Я могу ехать за 200, но не считаю это нормальным нигде, даже на пресловутом автобане или пустых испанских магистралях, которые по стандартам рассчитываются как раз на 200 км в час.
Никаких эмоций от этого не испытываю, скучно, шумно, ни одни беруши полноценно на таких скоростях не спасают, и есть понимание, что тебя никто не видит. Но и нужно понимать, что за такие скорости в большинстве стран либо лишают прав, либо сажают в тюрьму. А чисто для трека разумнее иметь отдельный спортбайк на чисто спортивной резине без всего лишнего, XR все равно спортуху не заменит. Все люди взрослые, я без нравоучений, просто не моя техника, а я делаю обзоры только с точки зрения путешествий. Да и путешествовать на высоких скоростях скучно. Вроде путешествовал, всех обогнал, а что видел, кроме магистралей, которые что в Азии, что в Европе одинаковые. Мотоцикл скорее не для путешествия, а универсальный городской с окологородскими прохватами, иногда в Питер по магистрали можно прохватить или в Крым. Для кого-то и это путешествие, впрочем. Если вы мучаетесь выбором купить спортбайк или кроссовер, XR – идеальный выбор, потому что наиболее близко передает эмоции литровых спортбайков из всей техники, которая была у меня в обзорах. Давайте перейдем к рубрике сравнения. Тут уместно, чтобы зафиксировать понимание, чем XR отличается от всех. Напомню, что очередность выстроена по популярности запросов в статистике YouTube, я не из пальца придумывал. Еще сравнивают с Super Duke, но я на нем не ездил, ну и с чистыми спортами, но это, видимо, школьники, которые вообще не понимают разницу в классах, но хотят сразу литроспорт. Можно я на серьезных щах не буду объяснять, чем RR отличается от XR. BMW S1000 XR или Ducati Multistrada V4. Это действительно самый популярный запрос сравнения, в кои-то веки небольшой гусь. Главная проблема XR – существование Multistrada V4. Мощных конкурентов с более прямой посадкой полно, например, KTM 1290 Super Duke или Super Adventure, но Adventure по характеру совсем другой, ближе к мотардам, а Super Duke я не пробовал, поэтому промолчу. Даже Multistrada 1200-1260 с двухцилиндровыми двигателями были все-таки иными, кому-то двушки нравятся, кому-то четверки, это вкусовщина. А Multistrada V4 с 4 цилиндрами в ту же сторону литровых спортбайков и ближе остальных похожа на динамику XR, поэтому имеет смысл сравнить именно эти два мотоцикла. Можно привязаться, что XR закладывается лучше, что правда, но для подавляющего большинства не так уж принципиально, потому что особо негде эту разницу применить. А с приходом Pikes Peak аргументов вообще не останется. Multistrada просто поглощает в себя все возможности XR, при этом оставаясь одним из самых комфортных мотоциклов вообще. Плюс у Ducati вы сразу в стоке получаете прекрасные тормоза, стекло, седло и так далее. Но и у XR есть в голой версии то, чего не кладут в голую Multistrada. По умолчанию я говорю про более богатую комплектацию как на том, так и на другом. С точки зрения путешествий Multistrada несоизмеримо лучше, с точки зрения езды по плохим дорогам несоизмеримо лучше и так далее. А едет также задорно, по динамике они плюс-минус одинаковые, только у Ducati более гладкий разгон. Мы упираемся в аргумент цены. Если не считать деньги, Multistrada очевидно лучше. Если сравнивать голые версии, XR начинается от 18 тысяч евро, Multistrada от 19,5 тысяч евро, либо в рублях 1 600 000 против 1 830 000 в России. В евро это усредненная арифметическая у дилеров в Испании, Франции и Германии. Если же рассматривать соизмеримые комплектации, XR в комплектации как V4S будет стоить 21 тысячу евро против 22 800 евро за Ducati, либо 1 835 000 против 2 180 000 рублей в России. По факту разница что в Европе, что в России 10-15%, при этом у Ducati начинка сразу лучше, тормоза сильно лучше, полноценная навигация с картой, комфортное седло, внятные зеркала и прочее. У BMW 5-летняя гарантия, у Ducati 4-летняя, распространенный аргумент против японцев не работает. Понятно, что от рынка к рынку соотношение может меняться, особенно где Ducati продает мало мотоциклов, но в среднем как-то так. Для Pikes Peak сейчас цена 28 500 евро, но с высокой вероятностью она постепенно упадет. В любом случае это уже другая начинка, если XR доводить до того же уровня оснащения, выйдет примерно столько же. А вот если рассматривать БУ мотоцикл, XR хорошее приобретение.
Во-первых, если вы рассматриваете мотоцикл чисто для города и небольших поездок, смело можно брать более брутальное первое поколение со спортивной управляемостью. Как минимум, это незабываемый опыт. В Европе за 10 тысяч евро запросто можно купить 2016 год с небольшим пробегом. Тысяч за 12 можно уже купить 2018 год на гарантии с обновленным двигателем. Multistrada V4 совсем свежая, поэтому предложений пока особых нет. Multistrada 1216 года это 12 тысяч евро, Multistrada 1260 18 года 1015. Разница уже 20-30%, при этом старые Ducati дороже в обслуживании и с высокой вероятностью вы сразу же отслюнявите на Desmodrome сервис. В России посложнее из-за очень малого количества Multistrad на рынке. Опять же, XR производится долго и массово, поэтому проблем с наличием запчастей и сервисов нет. Yamaha Tracer 9. Я удивлен, что это такой популярный запрос. По обзорам, в том числе моим, непонятно, чем отличаются эти мотоциклы. Очевидно, что S1000XR мощнее и достаточно ли мощности трейсера — это субъективный вопрос. Кому-то будет мало, смотря какой опыт был. Так случилось, что я новехонький Tracer 9 GT взял на тест на следующее утро после того, как вернул 2 XR, и мне не было скучно от того, что Tracer слабее. Ключевая разница между моделями: Tracer ощущается игрушечным, проворный, малый, юркий, легкий, заводной, его приятно под собой крутить, из ряда в ряд в пробки толкаться, на серпантинах погонять и так далее. Между ними разница всего килограмм 13 в зависимости от версии, но если Tracer 9 кажется гораздо легче своего веса, то XR наоборот ощущается более тяжелым, длинным и большим мотоциклом. Ему комфортнее на очень высоких скоростях около 200, где Tracer уже начинает подколбашивать, это явно не его комфортная скорость. Между ними разница примерно как между литровым спортом и 600-кой, далеко не все предпочитают литры. Плюс Tracer по габаритам меньше, и в пробках он веселее протискивается, чем литровые конкуренты, в том числе XR. Второе важное отличие. Вы не поверите, но Tracer при всех своих скукоженных габаритах по совокупности факторов самый комфортный спорт-турист. Во-первых, у него самый мягкий двигатель без вибраций из всех подобных мотоциклов. Никакой версии с Multistrada 950, 900XR и другие не могут дать такой мягкости. Во-вторых, у Tracer прям в стоке ветрозащита, которая подходит для туризма с неплохой аэродинамикой стекла. А опциональное туринговое стекло вообще шикарное, при этом мотоцикл не становится страшным. По эргономике Tracer 9 многие почему-то ругают, при моих 188 сантиметрах мне удобно даже для дальников. У Tracer прям совсем прямая комфортная посадка, но угол в коленях и чуть острее, чем у любых литров. Единственный очень важный нюанс: Tracer совсем не подходит для путешествий вдвоем, это компактный мотоцикл для одного. И пока вы не побежали покупать Tracer, напомню, что у него супер жесткая подвеска для хорошего асфальта даже в полуактивной версии, и дорожный просвет не даст съехать с асфальта. BMW R 1250 GS и еще иногда запрашивают 1200 GS. Гусь — это низкооборотистый тягач, он не даст такого ощущения динамики, как XR. Это относительно, конечно. Под некоторые обзоры среднекубатурников, если заглянуть, частенько можно встретить комментарий, как на самом деле какая-нибудь 600-ка валит. Обычно с таким аргументом: быстрее 99% автомобилей со светофоров. 400-ки тоже быстрее большинства автомобилей стартуют. Помимо двигателя, сама геометрия, подвеска, колеса и так далее, все в комплексе не может обеспечить такой спортивности, какая есть у XR. GS, разумеется, комфортнее, лучшая ветрозащита, лучше подходит для плохих дорог и больше подходит для путешествий. То же самое можно сказать про любой 1200 Tour Enduro. BMW F900XR. С одной стороны, 900 некомфортный ровно настолько же, насколько литр, только вибрации двигателя поменьше. С другой стороны, на нем заурядная динамика и подвеска ни рыбы, ни мяса. Зачем-то ходы подвесок больше сделали, но сама подвеска дешевая и ни спортивности тебе, ни всеядности дорог. И для путешествий не подходит, как и литр. Странный мотоцикл. Наверное, для неопределившихся новичков он подходит, но я его так и не понял.
Для новичков он дороговат, есть дешевый 750 ГС, который еще менее динамичный, но хотя бы более универсальный и на пару лет хватит, чтобы определиться, какой класс интереснее. Я в курсе, что 900 стоит почти в 2 раза дешевле литра и ждать от нее таких же характеристик не стоит. Но и не сказать, что очень дешевый, ровно за те же деньги есть Tracer 9, а чуть-чуть дороже Tiger 900. Это более цельные мотоциклы, которые через год не захочется продавать. Kawasaki Versys 1000. По большому счету в литровом классе Versys единственный конкурент XR. Он тоже больше с уклоном в спорт, 4 цилиндра и так далее. Versys менее мощный. Он быстрый и достаточный для большинства, и та же самая спортивность выражена, но если их между собой сравнивать, сначала на одно проехав, потом на другом, разница в динамике очевидна. Если BMW решит дальше двигаться в сторону туризма с XR, в следующем поколении у них получится что-то типа Versys. Versys больше заточен на комфорт, даже моторчик более эластичный, не требует постоянной работы с коробкой и вибраций поменьше. У него какое-то огроменное седло как для водителя, так и для пассажира, расслабленная посадка и неплохое стоковое стекло, с которым можно комфортно путешествовать и на скорости не сильно мешает. Еще Versys неприлично тяжелый для литрового мотоцикла, поэтому на трассе есть у него небольшое ощущение турера, что для путешествий только в плюс, но меньше игривости на перекладках. Еще важная особенность: Versys лучше остальных подобных мотоциклов подходит для путешествий вдвоем, у него запредельное количество места для двоих относительно конкурентов. И еще мне нравится подвеска, даже не полуактивная, а обычная. Не увидел большого смысла платить за полуактивную, если честно. Она здесь работает как надо, хотя ходы такие же, как у XR. С одной стороны достаточно упругая и позволяет красиво держать повороты. Я не вижу прям уж глобальных отличий с подвеской XR второго поколения. С другой стороны она прям неплохо глотает мелкие неровности. По разбитой дороге Versys едет лучше любых XR и трейсеров, для меня это стало неожиданностью. И еще важный нюанс: Versys стоит сильно дешевле. В базе 12 тысяч евро с небольшим разумнее брать версию S за 15 тысяч евро, и у нее будет отличная богатая комплектация, которой в стоке у XR, конечно, нет. Разница между соизмеримыми комплектациями где-то 5-6 тысяч евро. Причем модель выпускается очень давно, и первое поколение тоже отличное. Можно за 5000 евро в Европе купить год это 2014 с детским пробегом, 2018 где-то 10 тысяч евро. В России тоже можно найти. По соотношению цены и качества очень хороший беспроблемный мотоцикл, не понимаю, чего их так мало покупают. Точнее, понятно, что с одной стороны он неудачно называется Versys, а с другой в России никому не объяснишь, что кроссовер на 17-х колесах с короткими подвесками — это хорошо. Всем вот прям непременно нужен дорожный просвет 270 мм, как у Африки. KTM 1290 Super Adventure. С одной стороны, KTM имеет бешеную динамику, хоть и немного другую по характеру, чем XR, более дерганую, так сказать. С другой стороны, KTM одинаково годится и чтобы 240 наваливать, и на серпантинах закладывать, и грязь месить, и между рядов в городе кататься. Самый универсальный мотоцикл от литра и выше, который умеет все и сразу. Другого мотоцикла, который на равных конкурирует и с XR, и с Африкой, и с Гусем, и со среднекубатурными Турендуро, просто не существует. И в сравнении с XR он гораздо комфортнее, даже подходит для путешествий. Но все-таки у него отсутствует вот этот специфичный характер четырехцилиндровых спортбайков с 17-ми колесами. Если человек не может определиться между спортбайком и кроссовером, KTM в пролете. Стоит он ровно как XR, хотя по ощущениям более премиальных на дорогих компонентах. Если брать БУ, KTM 1190 2016 года можно найти тысяч за 9 евро, либо за 12 тысяч 2018 год. Единственная проблема с KTM, в отличие от других марок, их часто покупают не только для асфальта, он с тем же успехом мог ушатываться на бездорожье, поэтому в России я бы такую технику с большой осторожностью выбирал. И в России какие-то неадекватно высокие цены на старые 1190 и 1290. Дальше будут другие литровые кроссоверы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.